Друзья мои, всем огромный привет! Приветствую вас на своем канале и хочу сразу же с первых секунд видео вас поблагодарить. Дело вот в этом фаленопсисе. Я в одном из видео просила подсказать мне название этого интересного гибрида. Немножко он уже выцвел, и большинством голосов было принято решение, что таки это фаленопсис дарлинг. А у меня, знаете, с самого начала появились сомнения, и мне прям почему-то лез в голову только один вариант. Я видела в нем Хазарда. Почему? Потому что, когда цвел мой Хазард, он был чем-то очень похож на дарлинг. И я уже смирилась с той мыслью, что у меня два Хазарда. Но девчонки мне написали в комментариях под видео, что Аня, присмотрись к дарлинг. Скорее всего, что это она красотка. Да, еще совсем юный кустик, но очень симпатичный. Вот такая обратная сторона. А почему же я решила, что это Хазард? Новый лист. Потому что я вот реально, девочки, помнила с позапрошлого года, как мой цвел Хазард. В прошлом году он не цвел. И вот в этом году у нас есть возможность убедиться в том, что ошибалась я или нет. У меня точно Хазард, и он точно сейчас в полном распуске. Хазард он, потому что был подписан горшочек. И вот мой Хазард. И рядышком дарлинг. Ну, конечно же, можно их спутать. Да? Посмотрите. Если не иметь фотографий, то можно спутать. Но когда они стоят рядом, то понятно, что это два разных гибрида. Два разных фаленопсиса. И я не могу сказать, что кто-то из них красивее, правда? Так что все же они оба фаленопсиса интересны, оба в одной цветовой гамме, но у них есть отличия. Посмотрите, вы сами все видите. Вот так выглядит цветочек Хазарда, и вот так выглядит цветочек дарлинг. Хочется вместе вот так их вам представить. И по губе отличия. Здесь она немножко проще, здесь поинтереснее. И по пигментации, да, по колеру. Одни и те же тона использовала матушка природа, но расположила на лепесточках по-разному. Так что, девочки, вот такая красота. Мой Хазард лентяйничал в прошлом году и не захотел цвести. В этом году для закладки цветоноса он был помещен на окна южной ориентации, на осенне-зимний период. И именно на окошке он выдал цветонос. Нарастил бутоны, и уже после открытия первого цветочка я его поместила вновь на стеллаж. Потому что мои близкие решили, что там его не видно, а вот здесь на стеллаже будет видно среди остальных орхидей. А на окне он стоял спрятанный за более крупные экземпляры. Ну, в общем, всем он очень нравится. Ну, как он может не нравиться? Тоже, девочки, непростой был путь адаптации. Я еще до конца не считаю, что он прям супер адаптировался. Оба этих фаленопсиса у меня растут, девочки, в закрытой системе. Вот в моих условиях им этот вариант подошел. Что не скажешь вот про эту интересную орхидею, бабочку, которая у меня еще не была в закрытой системе, но сегодня она будет в закрытой системе
вот в этом неорганическом компоненте, сейчас я его промою, для того, чтобы нарастить нормально корневую. Так как она у меня в этом сезоне плохо чувствует себя, это пилоричная орхидея, я поняла, что сброс листьев были красивые, 2 пары ниже листьев, она их сбросила, девочки. Это одна из парфюмерок, сами понимаете. И, видимо, это связано с тем, что не лады с ее корнями. В общем, сейчас хочу достать эту красавицу. И я еще добавлю, наверное, все же уголь. Вот есть тут у нее кусочки угля на поверхности. Я этот уголь добавлю вот в эту. Будет у меня закрытая система и, конечно же, меньший объем. Потому что когда она была полноценным, красивым, большим кустом, по размеру корневой и по размеру ее листовой массы был подобран вот такой горшок. Но со временем она решила показать характер. Эти девочки молодцы. А вот с ней сложности. В общем, сейчас я хочу ее достать, девочки, вытряхнуть. И мы с вами посмотрим, что там у нее с корнями. Я промываю плагром. Прям такой, знаете, горяченькой водичкой. Сейчас совсем страшные шарики, там, если будут попадаться, я выберу. Ну вот, например, вот это непонятно что, вот это непонятно что, вот это. Попадаются такие, знаете, непонятки. Вот. Ну, вот такое я выбираю. Вниз ложу, вот, ну, этот может еще нормально. Вниз я ложу покрупнее вот такую фракцию, чтобы там внизу было, знаете, больше воздуха. Как, в принципе, и с корой, так и с плагроном. Девочки, даже страшно ее вытаскивать. Но я понимаю, что ей там... Ой, тут у меня, кстати, таблеточка от вредителей лежит у нее. Ну да, я так и знала, что она сбросила корни. Да. Раз у нее листья... Да, вот корни пропавшие, все внизу. Они ведь доставали до самого низа. Их было много, был хороший куст. Но, на жаль, не понравилась ей система содержания в горшочке бусинки. Вы знаете, я вам так скажу. У каждой орхидеи свой характер, своя специфика. И каждая орхидея... Вот я даже сейчас ее вот это все, смотрите, вот это все пропавшее, сейчас обрежу. Каждая орхидея, она... Хорошо, что она, видите, у меня совсем не пропала до конца, что хоть что-то осталось. Каждая орхидея по-своему... Так, это что здесь? Тут совсем даже тяжи не оставишь. Вот этот корень частично пропавший. Каждая орхидея требует какого-то своего личного подхода. Индивидуального, не личного, неправильно я говорю. Сейчас надо намочить, чтобы это... Ну вот все, что осталось. Вот знаете, вот сейчас количество листьев соизмеримо количеству корней. Если у вас есть 2, 3, 4 листа больших и вот меньше, чем столько корней, я рекомендую, знаете, что сделать, девочки? Прям взять вот так листья, пообрезать. Потому что малое количество корней не сможет обеспечить влагой большое количество листьев. Так, почистим тут цветоносы старые. А я думаю, что она вот это как-то не хочет у меня не цвести. Каждый год цвела. Все, зачистили. Сейчас я намочу вот эти корешки. Они немножко станут податливее. А вот это все пойдет в мусор. Действительно мелкая фракция. Корни не дышали, поэтому они пропали. А те, которые были сверху, у них еще более-менее было дыхание. Но сейчас дело наладится. Она получит неорганический компонент,
которые сейчас я намочу и не буду оттирать сейчас прям по-живому. Коринки, которые пристали, они отпадут, когда намочу. Дело в том, что когда она получит неорганический компонент, одновременно и влагоемкий, и воздухопроницаемый, я думаю, дело наладится. Я спасу свою прекрасную парфюмерную фабрику. Она не первая в такой ситуации у меня. Думаю, что все будет нормально. Тургор у нее есть, но не такой, как хотелось бы. Он, знаете, такой мягенький листик. Все, иду замачивать, а это выбрасывать. Девочки, вот эти корни рабочие, видите, как веломен зеленеет. А вот эти корни еще не рабочие. Не впитывает веломен влагу. Видите, как будто вот, пока корень не созреет, эти новенькие, видите, толком не берет. То есть она живет за счет вот этих вот корешков, которые остались. Они хоть и старенькие, но, видите, а эти как были серебряные, в принципе, ну чуть-чуть стали такие. Так, что такое? Ну вот по размеру, конечно, этот стаканчик хорош. Но я думаю, может что-то пошире. А что у меня есть пошире? У меня вот такой контейнер пошире есть, но он не глубокий. Ну-ка, но он широкий. Широкий, но не глубокий. Может, лучше его, да? Чтобы корни не травмировать сильно. О, вот, все. Потому что я думала, такой высокий, а будет низкий и широкий. Как раз будет хороший воздухообмен. Так. У меня, кстати, в таком контейнере... А кто же у меня растет? У меня мой биглип наращивает корни. Сейчас вам его принесу, покажу. Который мой Рейнг Принц. Так. Уголька кину в середине. Так. Сейчас повыбираю вниз покрупнее. Вы знаете, им нравится наращивать корешки. Ну, девочки, представляете, кто-то мне говорил, что можно пересушить. Я соглашусь. Ну, вы знаете, даже залить можно в этом компоненте. Смех смехом, можно залить. У меня орхидея одна. Я заметила, что она начали у нее, короче, подгнивать корни. То есть тут тоже как бы не на 2 дня полив. Так, что такое? Ну, давайте угля побросаем. Я обычно этого не делаю, но это будет как фунгицидная добавка. Вот вам и фунгицид. Да? А что? Это для того, чтобы эту капризюлю и таблетку от вредителей положу туда. Это мне подарили, выслали. Она 50 дней работает от вредителей. Шея у нее обработана Топсин М. Это будет временное жилье. Видите, она не глубоко получилась. Но корни вот так вот, надеюсь, войдут туда в субстрат. Ипс. Жорка, девочки, еще гулять. Поэтому его вы не слышите. Он с утра уже на гульках. Как-то она криво, да, получилась? Ну ничего, мы ее поставим к источнику света, вот этой стороной к источнику света, и она начнет тянуться и выровняется. Что я прям много насыпаю. Прям засыпала. Видите, как-то она у меня получилась кривовато. Ну ничего. Она так стала. Можно ее как-то так. Да, ее можно еще выровнять. О. Все.
Все. Замечательно. Конечно же, сейчас никакого полива. Я вам скажу, не один день она будет без полива. Все. Теперь я за нее спокойна. Надеюсь, что все будет у нее хорошо. Она отправляется на свое место. Она вот здесь стояла на полочке. А вот поэтому мы вот так развернем только, чтобы она к свету тянулась, выпрямлялась. Так что вот так. Этого красавца тоже надо уже пересаживать. И вообще эту полочку надо полить. Да, этого красавца уже, когда у него цветение закончится, начну пересаживать. Красавчик. А он тут наращивает. Девочки, я пересадила Ирен Добкин. Тоже, короче, она была не в лучшем состоянии. И я при пересадке использовала вот кору. Спасибо большое, которую мне из Бучи прислали. Ручная работа. Большое спасибо. Не устаю благодарить. И горшочек тоже в подарок прислали. Моя Ирен Добкин в этом году не зацвела. Я сразу же думаю, что-то не то. Девочки, вот там внизу у нее детка. И вот у меня уже она, приехала она вместе с ней. И вот уже сколько, года 3-4 она у меня, да? И она эту детку не растит. Вот детка сидит и все, синяя. 2 листика, 2 ушка торчит. В общем, я высадила вот так, в крупные кусочки коры и мох. Вот такой горшочек. Вижу активный корешок. Ну, надеюсь, что она обживется в этом горшочке. И уже на следующий год, возможно, порадует Ирен Добкин цветением. Новый листик растет. Такая вот молодец. Такая молодец. Отцвела, сегодня я убрала, отцвела моя стюартиана Сога. Вот там спросите, что это за тряпочка. Видите, сколько посбрасывал цветочков. Вот такой вот гибридик. Вообще не знаю, что он затеялся цветением в этом году. Не было света, и он наращивал и сбрасывал, наращивал и сбрасывал. Вижу, что надо поливать, уже такие листья мягкие. Доцветает вот эта ароматная красавица у меня. Все, девочки, скоро приду на эту полочку, буду поливать. Мой горизонт, мой не Микки Кроун. Подсунули дворняжку. Ну вот, растит новый лист. Тоже надо пересаживать. Ну, корни активные. Так, здесь деть надо снимать с шиллерианы. Видите, какой уже корень длиннющий. Ужас. А второй она что-то перестала растить. Кто захочет шиллериану, напишите. Срежу вам вот так, прям с цветоносом. И вышлю прям с цветоносом. Ну, с этими 2 корнями. Такой у нее листик. Так что, девочки, пишите. Ну, я подумала, зачем мне 2, да? Тоже уже надо поливать. Хотя нет, еще влажненькая. Активный корневой рост. Хорошая такая девочка. Мне нравится. Та-ра-ра-ра-ра-ра. В общем, вейдинг дресс на этой полочке цветет. Вот они с Хазардом, и с Дазлинг, ну, как бы не совсем похожи. У этой больше розового, но все равно вот одна такая, один колер, ну как, не колер, господи, одна цветовая гамма, только там больше желтого. Угу, уже начинает отцветать. Все, друзья мои, всех обнимаю. Всем всего самого наилучшего. Ой, бабочка тоже все отцветает. Тайсука вон открыла еще один бутончик. Ну, кстати, потеряла листик. Я ее... 2 осталось листика. Я ее затопсинила. Прям топсин развела и полила. Полив с топсином сделала. Не знаю. Все возможно. Все возможно. Может, конечно, и меня расстроить. Но пока вот 2 ушка отцветет, буду ждать новый лист. Может, ей здесь сильно влажно.
Знаете, с тайсуками вообще очень тяжко. Не поймешь, что они хотят. То она нормальная, то она начинает выпендриваться. Вот смотрите, у меня новый цветонос на Хатуюки Пинк. Она нормально растет в Плагроне. Вон корни новые. Прям ей понравилось. Я хочу еще одну свою тайсуку, ой, тайсуку, Хатуюки свою посадить тоже вот так же в Плагрон. Новую свою, которая сейчас у меня в мхе. Так, OX Мадонна здесь цветет вовсю. Тут она, короче, такая молодец. Она у меня в закрытой системе кора-мох. Вот здесь. Это, слушайте, моя, блин, надо выкинуть. Только тлею. Ничего с нее не вышло. Выкину я ее. Ну, шут. Все, уже гербарий. Я и котлеи это вообще... Не умею я с ними, девочки. И что-то башмаки у меня как-то не хотят. Я там их доставала, но что-то я корней у них не вижу. Одно расстройство. Ой. Стоят на месте. Мне подарили их. Я думала, они уже на весну пойдут. Что-то им не нравится у меня. Что-то я делаю не так. Вот еще третий башмак. Девочки спрашивают, Аня, как там ваши башмачки? Да никак. Вроде, ну я корней не вижу. То листы гниют, то еще что-то. Вот у меня раз, два. И вот этот третий. Ну, по-моему, это какие-то из них два одинаковых. А, вот этот и вот этот. Но я не вижу у них роста, прям роста. Он мои эти самые талумнии. Надо будет их тоже пополивать чуть-чуть водички. Ну, растут. Сапфира цветонос новый. И тут такое все желтенькое. Все, девочки, всем шлю большой привет. Всем всего самого-самого наилучшего. Обнимашки. Вот этот красивый лаковый красавчик. Метушка. Таскала по полочке и оторвала нечаянно петалью. Представляете? Передвигала. А этот матовый. Классные все. Пока-пока. Вот это еще, смотрите. Красотуля. Розетта. Розетта. Девочки, я же хотела показать вам, как восстанавливается в Плагроне мой умирающий недавно совсем Рейнг Принц. Ну вот, листик появился. Так, это таблеточка от вредителей. Корневой рост появился. Я его сильно не заливаю, но он тоже скинул кучу листьев, был взрослый куст. Цвел обалденно. Ставлю вам фотографию. И здрасте. И здрасте. Ну вот заново пытаемся нарастить корешки и листики. Видите, листик такой вот несчастный, тоненький. Но надеемся на то, что у нас получится, и он будет большой, красивый, как раньше. Вот в этом горшочке, в плагрончике. Да. Ну, я довольна результатом на этом этапе.